21 мая USCIS выпустил меморандум о новых правилах выдачи смены статуса, adjustment of status. Сегодня поможет разобраться, что это означает и какие из этого последствия опытный иммиграционный юрист Татьяна Арестова. Добрый день, Татьяна. Добрый день, здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Что случилось вообще? Что это за меморандум? Что он означает и о чем он говорит? Спасибо за этот вопрос, его сейчас очень часто задают. Итак, меморандум о процессе, который называется Adjustment of Status. Прежде всего стоит разобраться, что такое Adjustment of Status. Это процесс, в ходе которого иностранец, согласно 245 секции иммиграционного закона, может внутри Соединенных Штатов, приехав уже в Америку в каком-то неиммиграционном статусе или, например, в статусе пароль, подать документы на переход, на смену статуса с неиммиграционного на иммиграционный, то есть получить грин-карт без выезда из страны. Соответственно, вот эта секция, кстати, говорюсь, иногда даже и люди, приехавшие и без пароля, и без визы, тоже имеют право получить вот этот adjustment of status. То есть это общий процесс перехода с неиммиграционной какой-то ситуации на иммиграционную, то есть получение грин-карты. Надо сказать, что исторически до 1952 года, когда был принят нынешний закон, такого процесса в Америке не было, и все иностранцы должны были выезжать из Соединенных Штатов, получать иммиграционную визу, часто люди ехали в Канаду для этого, и вернуться назад. И вот в 1952 году была введена эта новая процедура, которая стала называться Adjustment of Status, и с тех пор она подвергается таким вот административным изменениям. То расширяется, то оно сужается, как в этот раз. И вот сейчас в очередной раз мы видим попытки сузить множество тех людей, которые смогут в итоге получить грин-карту без выезда из страны, невзирая на то, что у них уже есть одобренная иммиграционная виза, то есть право на иммиграцию. Каких категорий виз и заявителей из каких стран это коснулось в первую очередь? Ну, на практике применения мы еще должны будем увидеть, кого конкретно это коснется. На сегодняшний момент меморандум носит общий характер, и читать его можно по-разному. Если читать его буквально, абсолютно буквально, то этот документ очень странный. Он фактически отменяет 245-ю секцию иммиграционного закона, что незаконно. Поэтому, безусловно, если читать буквально, очень многие вещи окажутся, скорее всего, на практике правоприменения несостоятельными. Но если читать закон, вернее, этот меморандум с практической точки зрения, то, в общем-то, можно сказать, что ничего нового там вроде бы как и не написано. С той точки зрения, что меморандум подчеркивает, что решение о такой вещи, как adjustment of status, является discretionary, то есть на усмотрение офицера. То есть, скажем так, ни у кого нету именно права на adjustment of status, что, собственно говоря, никогда и не утверждалось никем. Право на adjustment of status действительно в законе не прописано, у человека есть право попросить. А дальше это, как говорится, matter of grace, то есть вопрос позитивного усмотрения со стороны американских иммиграционных властей. Вот этот момент очень сильно подчеркивается в этом меморандуме. Дальше утверждается довольно странная вещь, которая говорит о том, что предпочтительным, невзирая на иммиграционный закон, невзирая на 245-ю секцию, является выезд из страны и получение грин-карт за пределами США, а вот adjustment of status, написано в меморандуме, должен быть как бы исключительной мерой и требует хороших обоснований на тему того, почему, во-первых, человек не может пройти консульский процесс, а во-вторых, почему будет в национальных интересах или в экономических интересах, или вообще в интересах Соединенных Штатов предоставить данному человеку adjustment of status. То есть вот это вот очень сильно подчеркивается в меморандуме, и это аспект, который всем заявителям без исключения, и заявителям по семейным вопросам, по воссоединению семьи, и заявителям, подающим документы через трудовую деятельность, нужно будет этот момент закрывать, показывать, почему вы заслуживаете то, что называется adjustment of status. И вопросы на эту тему сейчас, безусловно, офицеры в момент интервью или в момент рассмотрения заявок на adjustment без интервью будут задавать в форме, например, request for evidence.
Правильно ли я понимаю, что внутри страны смена статуса, adjustment of status, считается привилегией, и правительство США отправляет всех в другие страны, где есть консульство, чтобы получить там одобренную грин-карту? Дело в том, что, наверное, составители этого меморандума хотели бы, чтобы так было. И вы совершенно правильно сформулировали, желание этих людей состоит в том, чтобы все, кто приехал в Соединенные Штаты без иммиграционной визы, выезжали и получали иммиграционную визу за пределами США, очевидно, как это было до 1952 года. Но составители этого меморандума как-то забыли о том, что у нас сейчас 2026 год, у нас давным-давно принят закон, иммиграционный закон 1952 года, принята 245-я секция. Они не могут, во-первых, отменить возможность иммиграционной службы принимать заявки на adjustment of status. Заявки на adjustment of status по-прежнему нужно подавать. В свете этого меморандума нужно подавать дополнительные обоснования. Меморандум очень интересно и, как я считаю, незаконно передвигает такую вещь, как burden of proof, то есть бремя доказательств на заявителя, в том смысле, что он должен доказать, что не просто должен показать, что не существует каких-то негативных факторов, препятствующих выдаче грин-карт. А теперь в силу этого меморандума заявитель должен показать, что существуют именно позитивные факторы, которые способствуют и должны убедить иммиграционного офицера в том, что грин-карту нужно выдать именно без выезда из страны. То есть заявка на adjustment of status сейчас превращается в очень серьезный документ, который должен юридически обосновывать, как и почему заявителю нужно дать вот эту вот привилегию. Татьяна, вы сказали про то, что этот меморандум фактически отменяет положение 245-й секции закона об иммиграции. Я не лицензированный юрист, но даже я понимаю, что меморандум имеет силу гораздо ниже, чем закон. То есть закон определяет, как все должно работать. И в связи с этим у меня вопрос, вообще какова сила этого меморандума? Можно ли как-то подтвердить свои права по закону? Можно ли судиться против этого меморандума? Вот здесь вот вы заходите в одну очень интересную область, которая называется юрисдикцией, то есть вопрос о власти судебных органов, судов над вопросом, в принципе, adjustment of status. Дело в том, что adjustment of status, с одной стороны, это очень важный для иммигрантов процесс, с другой стороны, он достаточно слабо регламентирован, скажем так, то есть недостаточное, с моей точки зрения, количество судебных решений адресуют этот вопрос, говорят об этом вопросе, и закон написан достаточно абстрактно. И вот эта вот абстракция позволяет государству делать такие вот ограничительные попытки, как этот меморандум. Я думаю, что одно из позитивных последствий этого меморандума будет состоять в том, что теперь судам придется более пристально взглянуть на процедуру adjustment of status. Дело в том, что в последнее время делаются очень серьезные ограничения, попытки ограничить возможности федеральных судов в принципе рассматривать вопрос об adjustment of status. Было вынесено решение в деле, которое называется индийской фамилией Пател, в котором в сносочке, не в самом решении, а в сносочке такой небольшой, было написано, что district courts, то есть суды первой юрисдикции федеральные в Соединенных Штатах, не должны иметь полномочия по рассмотрению кейсов, связанных с adjustment of status. Вопрос об этом должен решаться в апелляционном суде, если человек уже прошел иммиграционную процедуру в иммиграционном суде, если ему отказали в Board of Immigration Appeals, то вот апелляция из этого органа идет сразу в Court of Appeals. Соответственно, Court of Appeals должен будет решать вопросы, связанные с adjustment of status. Значит, во-первых, вполне возможно, что вот эта вот сносочка не устоит, возможно, все-таки будет найдена юрисдикция федерального суда над исками, связанными с adjustment of status, и, возможно, даже будут поданы иски по поводу самого меморандума. Также вполне возможно, что если даже дело дойдет и до апелляционных судов, то апелляционные суды не посмотрят позитивно на такой захват власти с помощью меморандума.
опровергать федеральные законы с помощью меморандумов – это не очень хорошая идея, поэтому, скорее всего, так, как хотелось бы составителям этого меморандума, он применяться не будет. Безусловно, этот меморандум будет иметь и уже имеет широкий резонансный эффект в том плане, что все заголовки американские, новостные, не вникая в суть этого меморандума, просто громко кричат на всех перекрестках, что теперь все иностранцы уедут, и теперь все иностранцы должны выезжать за получением грин-карты. Кто-то говорит об этом горестно, кто-то говорит об этом радостно, но тем не менее заголовки очень сильно упрощают суть этого документа и превращают его фактически в документ незаконный. Но он не совсем такой, как представляет его сейчас пресса американская. С другой стороны, иммигрантские сообщества, безусловно, тоже обеспокоены этим меморандумом, и многие начинают задумываться, подавать ли вообще документы на adjustment of status или, может быть, выехать. Безусловно, пропагандистский эффект этого меморандума очень широкий, а вот каким будет его применение, естественно, мы увидим на практике. Если применение будет таким, что меморандум фактически отменяет 245-ю секцию иммиграционного закона, то, скорее всего, в судах это в итоге будет оспорено. Есть ли какие-то лазейки, может быть, внутри этого меморандума? То есть мы понимаем, что судиться это долго, иногда дорого, иногда у человека нет возможности по времени ожидать решения суда. И если предположить, что вот меморандум в том виде, в котором он опубликован, сейчас вступит в какую-то законную силу, и заявители вынуждены действовать согласно букве этого меморандума. Соответственно, внутри этого меморандума или, может быть, в разъяснениях USCIS есть ли какие-то законные пути, которые остались? Можно ли по каким-то категориям продолжать подаваться внутри США на смену статуса? Да, безусловно. Прежде всего, еще раз подчеркну, что меморандум совершенно не запрещает заявителям подавать заявки на adjustment of status. А меморандум является руководством, прежде всего, для иммиграционных офицеров и направляет этих офицеров в сторону рассмотрения определенных вопросов, может быть, более тщательного рассмотрения миграционных вопросов, которые, по идее, они должны были рассматривать и раньше. Ну, например, если человек приехал в Америку по неиммиграционной визе, по визе B1, B2. В этом случае в момент въезда человек должен соответствовать условиям этой визы, быть туристом или бизнес-визитером. Во время интервью на adjustment of status практически всегда иммиграционные офицеры и так задавали вопросы о том, как человек получил визу, каковы были его намерения в момент получения визы, каковы были его намерения в момент пересечения границы, когда эти намерения поменялись. Например, в случае заключения брака человек объясняет, что вот приехал я сюда с туристической целью, но вот встретил любимого человека, совершенно не думал, не гадал, что так получится, и вот теперь я здесь, прошу выдать мне грин-карт. Такой диалог имел место всегда. Меморандум подчеркивает, что такой диалог должен непременно иметь место, офицер не может обойти этот момент стороной. Здесь ничего нового нет, возможен только фокус на этот момент. Я не думаю, что здесь стоит говорить о лазейках, здесь стоит говорить о том, на какие документы заявителям стоит обратить внимание и что им стоит подчеркивать в своих заявках. Прежде всего, стоит подчеркнуть, что уже вот вчера выступил спикер иммиграционной службы и заявил о том, что люди, которые приносят Америке экономическую пользу или соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов, для них будут сделаны исключения из этого меморандума, и к ним не будет применяться презумпция того, что выезд за пределы США является предпочтительной стратегией. Также люди, у которых была виза двойного намерения, например, виза H, виза L, они тоже не должны подвергаться воздействию этого меморандума, не должны на них налагаться дополнительные требования. Всегда стоит дать дополнительные документы, касающиеся того, какую пользу данный человек может принести Соединенным Штатам, экономическую или гуманитарную. Также, если, например, речь идет о семейной миграции,
более важным становится именно гуманитарный аспект данной миграции. Если люди полюбили друг друга, поженились, не стоит высылать супругу американского гражданина за пределы Соединенных Штатов для прохождения длительной консульской процедуры. Здесь стоит заметить, что сразу возникает очень много вопросов, связанных с тем, что иногда дети находятся на грани 21 года, и если дело отправляется в консулат, то ребенок вырастает из кейса. Иногда человек находится в ситуации, когда он накопил незаконное присутствие, и выезд за пределы США приведет к тому, что он не сможет вернуться либо 3 года, либо 10 лет в Соединенные Штаты. Очень много вопросов гуманитарного характера возникает здесь. При подаче заявок на adjustment of status стоит осветить все гуманитарные вопросы, а также осветить, каким образом человек не будет представлять бремя для государственной системы Соединенных Штатов, не будет получать welfare, не будет обузой для государства. Вот эти важные аспекты теперь стоит подчеркивать. Но еще раз повторяю, этот меморандум совершенно не запрет на подачу документов. У нас в чате на самом деле много вопросов пришло от людей. И вот один из вопросов частых. Если человек заехал по паролю, по UFOU в США, то сохраняется ли у него возможность сейчас подать на смену статуса? Пароль, прежде всего, является законным статусом. Это написано в Code of Federal Regulations. И согласно 245 секции миграционного закона, такой человек имеет право подавать заявку на adjustment of status. Опять же, 245 секция, она не длинная, призываю всех слушателей ознакомиться, разрешает делать adjustment of status тем, кто приехал либо по визе, то есть был admitted, либо тем, кто был paroled, то есть приехал по паролю. Поэтому сам факт приезда в страну по UFOU не является чем-то абсолютно не соответствующим заявке на adjustment of status. Более того, меморандум фокусируется на тех людях, цель приезда которых абсолютно не соответствовала тому, как они себя потом вели. То есть их виза не соответствовала заявленным целям. Еще раз возвращаюсь к ранее упомянутому примеру. Человек приехал по туристической визе, на второй день пошел уже работать куда-то на заправку. То есть, в общем, было понятно, что никаким туристом он никогда не был и визу получил обманным путем. Вот на таких людей фактически и направлен в основном этот меморандум. Что касается людей, приехавших по UFOU, это гуманитарная программа. Люди, которые приехали, должны были соответствовать требованиям этой программы. Человек должен соответствовать этим правилам, и тогда должен подлежать возможности получить adjustment of status. И я не считаю, что этот меморандум каким-то образом может ограничить их возможности. Ссылку на закон и статью 245 мы оставим в описании. И я хочу еще раз напомнить, что это видео не является юридическим советом. Каждая ситуация разная. По вашей ситуации обратитесь к лицензированному адвокату. Татьяна Арестова, опытный лицензированный миграционный адвокат, лицензия с 2000 года. И ссылка на сайт Татьяны тоже внизу в описании. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы, подпишитесь и поставьте колокольчик и лайк, если вам понравилось это видео, если для вас это актуально. И также моя компания VisaNow помогает с подготовкой, сбором документов. Мы делаем бизнес-планы, помогаем организовать вам документы. Обращайтесь, ссылка тоже будет в описании. Татьяна, а есть ли влияние этого меморандума на тех, кто уже подался на adjustment of status, или это только на будущих заявителей? В меморандуме не оговаривается, что он будет применяться только к тем, кто подал документы после его принятия. Поэтому, безусловно, будут попытки применить этот меморандум к тем, кто уже подал заявки на adjustment of status. Возможно, эти люди получат request for evidence, возможно, даже получат такой неприятно называющийся документ, который называется NOID, Notice of Intent to Deny. На самом деле это тоже просто request for evidence, который отличается просто сроком ответа, там более короткий, 30 дней срок ответа. Возможно, эти люди столкнутся с более тщательными вопросами офицера при прохождении миграционных интервью. Но, опять же, все зависеть будет от практики правоприменения.
Если будет понятно, что иммиграционная служба применяет этот закон, во-первых, этот меморандум задним числом в нарушение закона к тем людям, которые подавали документы, не зная о том, что будет вот какое-то такое серьезное, то есть substantive изменение в иммиграционном праве, безусловно, данное правоприменение тоже можно будет оспорить. Я подозреваю, что уже сейчас готовятся иски, скажем так, составители меморандума сделали стратегическую ошибку, выпустив этот меморандум накануне длинных выходных, да еще дождливых. Адвокаты сейчас с удовольствием проводят эти дождливые дни, собирая мощный ответ на эту политику. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим иски, которые именно касаются вот попыток правоприменения к тем делам, которые уже были поданы, и попыток, собственно говоря, изменить сферу применения 245 секции и сузить ее до невозможности. Я думаю, что в ближайшее время мы о таких исках услышим. Это хорошая новость. А для заявителей, которым, предположим, начнут отказывать в adjustment of status, есть ли им возможность подать апелляцию или обжалование, и как это вообще правильно делается? Здесь нужно решение принимать в каждом конкретном случае. Существует целый класс людей, для которых выезд за рубеж вообще не является жизнеспособным вариантом, они готовы бороться до конца. Например, человек, который действительно перестоял свою визу, заключил брак с американским гражданином, если ему отказывают в adjustment of status, такой человек может захотеть не уезжать, а пройти через процедуру, которая называется removal proceedings, если государство, естественно, передаст его дело в removal proceedings, и может захотеть представить снова свой вопрос об adjustment of status перед иммиграционным судьей. Иммиграционный судья в таких случаях имеет юрисдикцию пересмотреть решение, но иммиграционный судья, стоит помнить, это не судья какого-то независимого суда, и в иммиграционный суд нельзя подать заявку просто потому, что вы этого хотите. В иммиграционный суд вызывают ответчика в рамках процедуры, которая называется removal proceedings. И если removal proceedings завершились неудачно, человеку вынесено отрицательное решение, или если даже человеку дали положительное решение, но с ним не согласен Department of Homeland Security, может быть подана апелляция в Board of Immigration Appeals. В последнее время мы видим попытки принять правила, ограничивающие возможность Board of Immigration Appeals рассматривать апелляции примерно похожим методом, похожим на тот, который применялся при составлении этого меморандума. Были попытки принять новые правила, в котором было написано, что только выбранные Board of Immigration Appeals дела будут рассматриваться, остальные по умолчанию, по дефолту должны отклоняться. Но в этом случае все вот эти вот отклоненные по дефолту дела, по идее, должны поступать, опять же, в Court of Appeals. Court of Appeals, надо сказать, это высокого уровня суд, выше только Supreme Court. Даже страшно себе представить, что будет твориться, если все абсолютно иммиграционные дела по дефолту будут передаваться туда. Тем не менее, апелляции возможны, но апелляции ограниченные, апелляции такого рода дорогостоящие. И, конечно, большое количество заявителей не сможет их подать, но на практике они существуют, и процесс такой, безусловно, есть. Для тех заявителей, у кого остается вариант ехать в консульство, ехать в другую страну и проходить консульский процессинг, какие у них есть подводные камни, плюсы и минусы? Да, безусловно, стоит помнить об одной очень важной вещи. Например, если человек не готов к большой борьбе за свой adjustment of status, не готов бороться в иммиграционном суде или понимает, что шансы его невелики, но тем не менее одобренная иммиграционная виза у человека есть, и он хотел бы выехать и получить документы за пределами Соединенных Штатов, такая возможность сохраняется. Но стоит помнить о важных вещах. Во-первых, если вы находитесь внутри Соединенных Штатов, вас защищает Конституция США. Это довольно важный документ, который регулирует право применения по отношению к вам. Если вы выезжаете за пределы Соединенных Штатов, то Конституция к вам уже почти не относится. То есть очень-очень узкие аспекты конституционного права в редких случаях могут
я бы сказала, в вопиющих совершенно случаях могут ограничивать действия консульских офицеров. В остальном они достаточно свободно себя ведут, и Конституция не очень-то их ограничивает, именно потому, что у нас существует очень важная доктрина, которая называется consular non-reviewability, то есть действия консульского офицера практически невозможно, очень сложно оспорить в суде. Ну и когда над человеком нет никакого надзора, он ведет себя более свободно, чем в противном случае. Итак, выезжая из страны, вы отказываетесь от защиты американской конституции и во многом отказываетесь от того, что называется due process of law. Также, выезжая, стоит помнить о том, что если человек находился нелегально, по отношению к нему могут быть применены запреты на въезд. Напомню, если человек нелегально накопил unlawful presence больше, чем полгода, то он не может вернуться в течение 3 лет. Если он имел unlawful presence больше 1 года, то человек не может вернуться в течение 10 лет. Здесь очень важно понимать, что отсутствие статуса, out of status, и unlawful presence – это разные вещи. У человека может быть не быть статуса, но при этом unlawful presence тоже не накапливаться. Например, если человек подал заявку на убежище, он законно находится, unlawful presence он не накапливает. Казалось бы, да, такой человек может выехать на интервью в консульство, безусловно, если у него одобрена иммиграционная виза, например, по трудовой иммиграции. Но здесь важно понимать, что консул опять же будет задавать вопросы, примерно те же, что и офицер здесь может задать, о том, как вы получали визу B1, B2, говорили, возможно, что у вас в вашей стране все было в порядке, потом вы подали на убежище, как же так получилось, не обманывали ли вы правительство Соединенных Штатов. Бывает, что действительно человек получал визу в одних обстоятельствах, потом что-то случилось, его обстоятельства поменялись, но тем не менее о том, что консул будет задавать эти вопросы, тоже стоит помнить. Если консул не объективно отнесется к вам, то оспорить его действия будет сложнее, чем если вы проходите этот процесс в США. Поэтому еще раз, консультация с лицензированным опытным миграционным адвокатом необходима при подаче документов, особенно сейчас. Ситуация меняется не то, что каждый год, каждый квартал, а каждый месяц, а иногда каждую неделю. Поэтому, безусловно, нужно обращаться только к профессионалам. Обязательно обращайтесь перед принятием каких-либо своих иммиграционных решений и совершением каких-то действий по своей визе и грин-карте. Татьяна, у меня последний вопрос на сегодня. Для тех людей, кто планирует подавать на грин-карту, какие еще на сегодняшний день есть возможности, какие пути открыты и что вы бы порекомендовали? Порекомендовала бы я прежде всего индивидуальное планирование. Америка сейчас пытается сократить иммиграцию, но те люди, которые заслуживают иммиграционных виз и заслуживают adjustment of status, тем не менее, могут подавать соответствующие заявки. Прежде всего, я бы сказала, семейная иммиграция не прекратится, семейная иммиграция будет продолжаться. Вряд ли удастся правительству Трампа совсем ее отменить. Также люди, которые способны принести Америке пользу, люди инициативные, люди, которые могут принести пользу в бизнесе, в технологиях, в искусстве. Я думаю, что эти люди смогут найти себе здесь место, применение и подавать документы на этом основании. Существуют визы для именно таких категорий людей, существуют визы для бизнесменов прежде всего. L1 виза, я напоминаю, это виза двойного намерения, она по идее, не подлежит тем ограничениям, которые упоминаются в этом меморандуме. Существует, безусловно, O1 визы для людей с выдающимися способностями. Также существует заявка на иммиграционную визу по категории национальный интерес, когда человек предлагает Америке какое-то начинание, которое будет именно в национальных интересах Соединенных Штатов. Безусловно, люди с выдающимися способностями, подходящие под категорию EB1, тоже могут думать о подаче документов, то есть возможности для иммиграции по-прежнему остались, хотя, конечно, строгие критерии. Напомню, что тем, кто находится здесь на законных основаниях с правом на работу, например, люди, находящиеся по U4U или в статусе TPS, им стоит очень внимательно подумать о том, чтобы поговорить со своим работодателем, возможно, получить спонсорство по программе EB3 или даже EB2, если у вас есть степень магистра, через процесс, который называется Labor Certification. Это тоже вполне живой процесс, когда работодателю нужны рабочие руки,
Работодатель дает объявление в газеты, показывает, что нет американских граждан, которые хотели бы претендовать на данное рабочее место, и человек может получить на этом основании грин-карту. Как мы видим, иммиграционные законы не становятся мягче, они становятся все более суровыми, и стоит не тянуть с оформлением документов, потому что возможностей может стать меньше и меньше с течением времени. Надеюсь, что все визы и грин-карты наших зрителей и слушателей будут одобрены. Спасибо вам, Татьяна, за разъяснение, за ваше время. Спасибо вам, спасибо зрителям и слушателям за внимание. До встречи в Америке. Пока.